Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 декабря, мои дорогие, представляете, уже декабрь, последний месяц уходящего года. Вот давайте с вами узнаем, что или кто появится неожиданно, с чем или с кем будут связаны эти неожиданности. И, возможно, это как неожиданная возможность. А кто знает, или ваше неожиданное решение, и вам доведется принимать какое-то основательное такое, да, сделать вывод и сделать первый шаг. Вот я этого тоже не исключаю. А возможно, это будет новость сама по себе, ну вот информация от какого-то человека, кстати, и это будет больше связано как кто? Тот вестник или гонец, который приносит эту информацию или весть. Вот давайте мы с вами узнаем поподробнее, какого рода неожиданности, с чем или с кем они могут быть связаны с 1 по 10 декабря. И первая колода 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты, поэтому прислушайтесь к интуиции, переложите вот тот вопрос, о котором вы сейчас думаете, или который вам покоя не дает. О, ну точно, что-то тут покоя вам не дает. Карта тайн. Вот тут, кстати, какая-то тайна может открыться. Но это тайна о самом себе, которая будет связана с вашим решением, каким-то однозначным. Может быть, это то, о чем вы никому не рассказывали, или та тайна, которая словно в недрах вашей души. Какой-то вопрос, который вы не можете оставить без внимания. У кого-то тайная женщина или любовный треугольник. Мои дорогие, я такое тоже могу допустить, потому что как раз иногда по этой карте это и проходит. Вот попробуй решиться, а попробуй еще сделать первый шаг. Но это может быть любая иная ситуация, которая тоже вот требует однозначного решения. Ну, кто знает, а может быть, это такая новость, когда вы, ну, что-то оставили как будто, да, с чем-то вы определились прежде. Ведь у нас ретро-уран сейчас, который вроде бы прежде зашел в ваш знак зодиака, но вот с 9 ноября он вернулся в знак зодиака Телец. Причем он из вашего знака зодиака вышел в ретро-движение. И пока находится в Тельце, тоже в ретро. А это какая-то знакомая история. То есть или думы, которых вы уже думали, да, или дело, о котором вы уже прежде размышляли. И вот значит, что-то тут должно быть вами переиначено, перестроено, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Переложите на метафору карт то, что вам покоя не дает. Я думаю, подсказок будет больше. Итак, 3 знака судьбы. О чем? Что случится? Что произойдет? Второй знак судьбы. Сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. И немножко раскроем. Так что или кто появится неожиданно для вас, мои дорогие близнецы? Что для близнецов? Или ж кто появится неожиданно? Первая карта, и немного продолжим эту тему. На пороге каких событий вы стоите? Что нужно услышать? Важно знать, с чем это будет связано. Ну и как все обернется, к чему все идет. Достанем 3 карты по основным сферам жизни на период с 1 по 10 декабря. Сфера любви, личной жизни, ну и вашей личности или в целом взаимоотношения. Чего ждать? Что ждет в сфере финансов и что ждет в сфере ваших достижений? Планы, важные встречи, какие-то контракты, контакты, договоренности, может быть. Итак, первый знак судьбы, ну вот, правосудие. Вообще это карта кармы. Как аукнется, так и откликнется. Может быть, и правда есть какая-то история, у кого-то связана с документами, а у кого-то с конкретным человеком. Старший аркан. Тут по справедливости нужно поступать. Может быть, это вы будете искать какой-то даже маневр, мои дорогие. Допускаю. Жизнь наша не открытое поле. Нам очень часто приходится так и бочком куда-то словно протиснуться или вписаться в какой-то узкий коридор возможностей. Вот, кстати, перейдите на мой сайт. Я оставляю ссылки в описании под видео. У меня разные статьи. Коридор возможностей, да, это и конец 25-го, и на 26-й год. А также почему 26-й год будет особенным?
Но вот именно про основа всех наших будущих свершений лежат в конце 25 года. Вот у вас что-то, то, что нужно сделать с одной стороны по справедливости, с другой стороны по закону. И здесь так, если вы прежде сделали что-то хорошо, ну тогда пусть даже не в той сфере жизни, как вы себе это представляете, или это, знаете, как Вселенная, которая нам возвращает добрые дела. Вот вы кому-то помогали. Недаром есть такая пословица: Бог помогает тому, кто помогает. Понимаете? Вот это, об этом как раз аркан правосудия. Ну тогда и вам, словно пространство, возвращает встречи, допустим, с важным или нужным человеком, или возможностью оформить какой-то документ, или когда в целом не случайная случайность, когда тысячи дорог словно сходятся в одной точке. Вот оно как будто просчитано, нами было невидимо, но тут явно будет какой-то итог. Дипломатия, мои дорогие, это ваше все. Дверь закрыта, но она откроется, когда сумеют договориться. Вот вам придется как-то по максимуму дипломатию проявлять, и в этом знак судьбы, потому что от того, как вы договоритесь, будет и зависеть либо результат, либо продолжение. Ну, для кого-то из вас напрямую, может быть, есть слушание в суде. Может быть, для кого-то из вас та тема, которую вы хотите создать, оформить, и неважно, чего касается. У кого-то нового проекта, да, например, по работе, по творчеству, и нужно понимать, как в отношении вас работает закон. А у кого-то будет личная жизнь, надо тоже разобраться, может быть и так. Поэтому вот все, что я сказала, примите во внимание, это знак судьбы. И это всегда серьезный, да, вот карма. Нам как по судьбе выпало с чем-то определяться и уже как делать первый шаг. Второй знак судьбы – работа. Может быть, это вот именно какая-то денежная еще и составляющая присутствует вот в тех вопросах, которые выпадают по первой карте. Или то, что нам нужно согласовать и как-то уточнить законом. Вот здесь нужно пройти какую-то детализацию, потому что по восьмерке пентаклей, да, это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, и она всегда говорит, работы будет много, может быть, и у вас работы будет много, но детализация инструкций тоже проходит, и неважно, пусть это даже вопрос личной жизни, да, нужно определиться, ну тогда вот детализировать вам что-то придется, разделить, разбить, может быть, как на мелкие подпункты, ваше решение, вашу решимость. Возможно, какие-то рамки, я такое тоже предполагаю по первому аркану, потому что это всегда либо рамки, либо приказ, либо протокол, либо есть какие-то ограничения. То есть вы вынуждены в этих рамках, как будто, да, не больше, не меньше. Вот могу, что могу. Вот у кого-то так проигрывается. И пусть это даже ситуация по работе. Но в любом случае тут есть прогресс, понимаете? Как и по первой карте нам сказали, будет дипломатия, и ты договоришься. Работы, и у тебя все получится. И имеется в виду, тоже если вопрос работы, значит, нужно перестроить как на новые рельсы. И ведь тут не случайно главная персона – это вот как раз тот мастер, который выполняет свою работу. И неважно, какое там настроение ему приносит клиент. И дверь, она хоть и закрытая, но она стеклянная. Могут наблюдать за его работой. Он ничего не скрывает, понимаете? Вот почему элемент честности, он тоже где-то дополняется и идет с первой карты. Быть честным самим собой, понимаете? Э, Мы иногда, ну, вынуждены действовать по обстоятельствам, да, нам что-то не нравится. Но, наверное, с первого по 10 время спросить свою душу, чего же вы хотите, свое сердце. Идти где-то по велению сердца, доверять, учиться доверять самому себе. Ну, вам что-то придется явно тут делать шаг за шагом, знаете, так более осмысленно, осознанно, не на авось, без надежды на то, что, ну, вот вдруг завтра что-то изменится или что-то, вот оно само по себе улучшится. Нет, две конкретные карты. Тут ни про какие авоси не идут. Речь вообще, тут самому нужно как и что-то просчитать, быть честным самим собой. Ну, может быть, для кого-то из вас, да, это вот надо и в глазах окружающих тоже иметь какой-то вес. Вот правда, такое я предполагаю. Поэтому кто-то будет учитывать даже вопросы вашего имиджа. Может быть, ну, во что такое имидж?
Кто-то здоровьем, здоровым образом жизни начнет заниматься, и это-то ведь, в принципе, тоже к имиджу прямое отношение имеет. Но все же, мы о мастере говорим. И мастер, казалось бы, странным, да, его клиент, молодой человек, решил голову Архара выбить себе, ну, сделать тату на спине. Казалось бы, ну, вообще непонятная идея. Но мастер, наверное, на то именно мастер. Он какую-то работу выполняет просто потому, что она ему приносит деньги. И он этого не скрывает. Вот что-то такое. Кому-то может не нравиться, кстати. Кто-то может с вами соглашаться, кто-то нет. Но вот почему нужно идти за велением сердца? И иметь, может быть, знаете, как силу настойчивости. Сила – это не есть только, ну, как сама по себе сила, какой-то импульс. Или, знаете, когда, ну, реванш какой-то. Вот я сейчас соберусь все силы в кулак, а потом как что-то сделаю. Нет. Сила в наше сложное время часто это не только само по себе сопротивление. Сила – это знание. Знание, когда что-то отпустить, а когда с чем-то согласиться. Знание, когда изменить направление, а когда в принципе есть что-то более весомое, чем дела обыденные. Это как раз про зов души и сердца. Вот у вас какой-то может быть непростой вопрос или тема, которые не просто сами по себе решаются, они меняют вас. Ну, вот такая, наверное, у вас идет подготовка. Прежде чем после 26 апреля в 26 году Уран на долгие 7 лет перейдет в ваш знак зодиака. И это первый дом гороскопа. Это ваша личность. Она будет меняться. Но первые предпосылки закладываются с 1 по 10. Третий знак судьбы. Ну, наверное, такое рациональное продолжение всему тому, что я сказала. 13-й старший аркан, я надеюсь, все прекрасно понимают, что это не про смерть. Это какой-то этап вашей жизни уже подходит к концу. Хотя я допускаю, меня смотрят люди из разных стран, у кого-то действительно смерть близких, может быть, недавно. Это вы узнали или это было. Ну, это было связано с войной у кого-то, правда, когда погибли близкие люди. Ну, то, что в нашей душе, эта рана, она быстро не пройдет. Но какова бы ни была ваша боль, как будто выходить уже пора, да? Посмотрите, нет закрытых путей. И мы как будто подзадержались в наших предубеждениях или подзадержались в том, что в нашем представлении было правильным, а здесь обстоятельства нас поменяли. Или тот, как обет, зарок, который мы, может быть, себе когда-то давали, он тоже требует пересмотра. Нам приходится менять себя, менять свою жизнь. Потому что жизнь трансформируется, мы с вами живем в эпоху перемен. Менять методы, мои дорогие. И как будто время уже пошло, песочные часы. Но оно того стоит, мои дорогие. Потому что там, где находится человек и как бы до сих пор скорбит. Единственные краски – это только цветы на погосте. А врата открыты, нужно встать и выйти. Вот действительно, тут у вас судьбоносный момент. Ладно, пойдем дальше. Что или кто появится неожиданно? Но ваша какая-то идея. Пусть это не идея, а что-то прежнее, хорошо забытое, старое, да, мы говорим. Как раз ретро-уран, когда вы на что-то решитесь. И вам действительно часто ведь по королю мечей, это, конечно, и ваш знак зодиака, это еще и стихии воздуха, знак Водолея и знак весов, например, и, может быть, это конкретный человек, и не обязательно это мужчина. Ну, у кого-то как мужчина, может быть, почему нет? Вот именно как кто, все-таки персональная карта выпала. Но, может быть, это тот человек, который имеет даже асцендент в одном из этих знаков, как и Водолей, Весы, так и Близнецы. Или это та персона, которая, ну, сложная персона. А может быть, это как раз официальные лица для того, чтобы вам провести ряд согласований. Я вам могу сказать сразу, тут именно кто-то тоже будет неожиданен. Может быть, со своим решением. Или как я говорила, гонец, который приносит новость.
Может быть, эта новость будет именно в рамках закона, что вы можете сделать, а что вы уже нет, не можете. В зависимости от этих рамок вы как будто будете действовать. Но здесь вы явно что-то будете прояснять. Что спешит на ваш порог? Финансовый успех. Деньги есть, деньги будут. И карта говорит, и к вам могут обращаться, кстати, мои дорогие, за помощью. Но тут у вас аркан справедливости. Здесь явно какой-то баланс должен быть, мои дорогие. Может быть, для кого-то из вас ряд вопросов вы будете решать посредством денег. А деньги у нас один из способов взаимодействия с миром. И поэтому для того, чтобы получить, допустим, какую-то консультацию, да, или обустроить какую-то тему, вам, может быть, и придется, правда, за что-то заплатить. Ну, а тогда игра стоит свеч. И тогда то, что у тебя убыло, оно к тебе и прибудет в каком-то другом, пусть эквиваленте. Но как будто все равно у вас есть прогресс в финансах, понимаете? Может быть, это встреча с нужными людьми. У кого-то знакомство. Вот такое я могу допустить. Пусть это официальное знакомство, карта не про любовь. Хотя иногда эта карта будет говорить, что есть и люди в вашем окружении, которые отчасти и вы на них можете понадеяться. И вы как будто можете получить от них какую-то долю уверенности, или, может быть, это конкретные люди, которые могут дать дельный совет, чтобы решить вопрос, который где-то на уровне закона. Может быть, в вашем окружении, не может быть, а карта как бы подтверждает. Ну, правда, очень часто это срабатывает. И это не только про себя, мои дорогие, далеко не про себя. Но есть в нашем окружении тот человек, который нам готов прийти на помощь, выручить деньгами. Может быть, для того, чтобы совершить какой-то платеж. Да, ну вот как одолжить денег. Или, ну, как бы на время, да, может быть, выкрутиться из какой-то щекотливой денежной ситуации. И нам придется, может быть, проделать работу, прежде чем мы этого человека найдем. Потому что по этой карте часто бывают те люди, на которых мы меньше всего рассчитывали. Тут именно поддержка для вас, мои дорогие, на пороге каких событий вы стоите. Тут явно есть прогресс, как будто вы решаете основную какую-то тему для себя. Или вот все то, что я уже не повторяюсь, да, то, что я сказала. И это как нить Ариадны. Потянули за ниточку, и клубок начал раскручиваться, разматываться. Понимаете как? И это помощь высших сил, поддержка как бы. И я об этом тоже говорила. Поэтому тут на ваш порог спешат какие-то добрые события. Но все равно начинается с вашего определения и первого шага. К чему все идет? Как обернется? Правда обернется, смотрите. Ведь это тоже карта успеха. Но еще нам проделать какую-то работу придется. Словно и выбор-то у вас есть. Мы тоже об этом говорили. Туда или сюда, куда же я поеду? Или по личной жизни. С кем я буду? С одним человеком или с другим? А может быть, в одиночестве останусь? Или все-таки я подумаю, чтобы завершить сольный вариант? У кого-то и так. Но нам ведь тоже нужно на это сначала решиться, или решить, а потом решиться впустить в свою жизнь новых людей. Ну, тут это серьезный очень вопрос. Хотя у кого-то, может быть, банально, вы хотите видеть мир, вы хотите больше путешествовать. Это очень импонирует даже в планетарных транзитах. Работа с информацией, путешествия, вообще как бы больше движения, больше активности, больше желаний. Знаете, это ваш знак зодиака, вот в этих энергиях раскрывается по максимуму. И одновременно раскрываются ваши таланты. Причем те, которые долгое время дремали. Вот тут правильно говорят карты, что все начинается, вот быть, наверное, честным самим собой и справедливым. Не замылить себе самому глаза, может быть, даже на какие-то прежние ошибки. Вот такое ведь тоже может быть по аркану справедливость. Значит, расставить все точки над «и», решить какие-то вопросы, чтобы в последующем какая-то обратка из прошлого вам не прилетела, потому что прогресс от этого будет зависеть на долгие годы. И вот как только вы определяетесь, у вас и получается сразу, знаете, как нужная информация приходит, нужные люди. Вот как только вы в своей душе определились. Здесь не
Понимаете, когда мы пытаемся идти как будто в две стороны, направо и налево. Здесь не о манипуляциях. Король мечей об однозначном каком-то вашем решении. И сразу мы говорим, что идет тогда на ваш порог помощь высших сил. Вам как будто и нужные люди могут встретиться. Или как тысячи дорог сходятся в одной точке. Так и продолжение волшебное следует, мои дорогие. Тут правда что-то, знаете, вот сила мысли, наверное. А это тоже по вашей части интеллект. Мы можем думать, что это ни о чем, что важнее что-то материальное. Нет. Еще Эйнштейн говорил, что все в мире является энергией. И наши мысли– это тоже энергия, которую мы отправляем в пространство. А потом пространство, то, что мы, может быть, даже визуализируем, своеобразная аффирмация, то, о чем мы мечтаем, а потом пространство нам это возвращает в виде возможностей. И вот от того, как мы с ними взаимодействуем, вот вам что-то возвращается. Да, мы с вами сказали. Ну, вот от того, как вы решитесь, от этого будет зависеть ваше качество жизни, причем на продолжительный период. Это уже я не про декабрь. Сфера личной жизни, умеренности. Но тут, в принципе, ничто не меняется. Ну и давайте будем откровенны, небольшой срок. И если мы на одну сферу жизни, может быть, это вы будете что-то удерживать. Или наоборот, у кого-то или для кого-то из вас нужно время, чтобы вот какие-то согласования провести. Или узнать, как работает закон. Может быть, и обдумать какую-то ситуацию, найти разные методы, да, вот такое, а потом выбрать что-то одно. Может быть, это придется ждать какого-то документа, важной бумаги. Но для тех, кто в паре, у кого все понятно, ну, где-то оно в этот период, где я могу предположить без изменений. Сфера финансов что ждет? Хочется сказать, смотрите, 2 13 старших аркана. Трансформация идет по финансам. Я могу смело сказать, когда весь мир ждет, да, ну и даже пока ретро-уран в Тельце, и в некоторых странах уже заявлено о том, что цифровые технологии в сферу финансов входят окончательно, и мы могли отказываться, электронные деньги, да, системы взаиморасчетов. Может быть, это вы даже об этом не думали, у кого-то это изучение криптовалюты. Может быть, мы вообще говорили, да не надо, я это не хочу даже и знать, я в этом не разберусь, а тут вот в этом разбираться придется. Может быть, осваивать какие-то ресурсы. Потому что как было прежде, будет трансформироваться, это факт. И, кстати, это может начинаться именно где-то теперь. И поверьте, вот эти механизмы, которые зависят отнюдь не от нас, от сильных мира сего, они уже к этому идут давно. Нам будет что-то, возможно, окончательно объявлено. И вы где-то можете даже подумать, что вы уже думали об этом. Вот у вас может быть какая-то альтернативная возможность, когда вам придется. Откуда к вам приходят деньги, как вот это трансформировать в ту реальность, которая складывается. И это потребует от вас новых знаний, какой-то перестройки, мои дорогие. Но и одновременно перед вами открываются новые возможности. Нам ведь тоже говорят, вот как на стыке времен, нам придется и ресурсы менять, и самих себя где-то изменить. А по максимуму человечество ждет переменные вот именно в сфере информационных цифровых технологий, когда жизнь словно ускорится. Это когда Уран войдет в ваш знак зодиака. Это тоже посредством вот именно новых технологий окажет влияние напрямую на сферу финансов. И вообще, по идее, это ваше. Вот от начала до конца. Поэтому, может быть, вам дает время, кстати, не обязательно это про любовь, а именно ваша личность, сориентироваться с чем-то. И эта кульминация. Не гоните от себя, хочется сказать, в первую очередь какие-то мысли. А попробуйте это переложить на практику, узнать, как это работает по закону, ответственность, может быть, и так, да, какой-то новый план действий, новый план заработка, потому что явно потом это либо может пригодиться, либо вы, ну, как-то это разовьете. Ведь так, как было прежде, вот по финансам придется перестраиваться, и нам это говорят карты. Может быть, это именно поиск работы или
вам даже придется что-то изучить для того, чтобы, ну вот, обладать тем источником, откуда к вам будут приходить финансы. Но трансформация как будто неизбежна. 2 старших аркана. Сфера ваших достижений, работы. Ну, тут что-то вот нам и говорят. 5 кубков – это всегда разочарование. То, чем вы прежде занимались, может быть, да, а оно в этом формате не идет. Прежние договоренности, они вроде были, они не срабатывают. Я должна сказать еще такой момент. Знаете, на весь период, наверное, ну, буквально до апреля, ну, как минимум до февраля, каждый из нас будет словно смотреть свою кубышку и немножко занят собой, потому что благополучие в центре внимания каждого человека. И поэтому прежние договоренности, они тоже могут не сработать. Это на ваши достижения. Вам нужно рассматривать, опять же, карта говорит, все то, что я как подтверждает. Вам нужен какой-то альтернативный вариант, вот однозначно, в той или иной степени. Но это будет оказывать влияние на качество вашей жизни. Может быть, отчасти и на личную жизнь тоже. Тут что-то воедино соединяется. И пока мы не определимся, мы словно, как эта девушка, смотрим на эти 3 разлитых кубка. А по сути мы смотрим в завтрашний день. А карта нас пригласила выйти уже из этого завтрашнего дня, потому что новая реальность. Но сделать это красиво, в согласии с законом, и быть готовым буквально. Или учиться, или что-то узнавать, детализировать, или читать какие-то инструкции. Ну вот иногда буквально так тоже. Но это такая мелкая подсказка или такой все равно знак судьбы, судьбоносный момент. Потому что, ну, такие еще старшие арканы, и как будто нам вначале сказали, для чего это нужно, чтобы быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю за вашу помощь, поддержку моего творчества, за ваши добрые, искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. Я думаю, что там подсказок будет больше. И я вас люблю. А вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.